try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодняшняя встреча у нас с вами пройдет в прямом смысле в джунглях, только не в орхидейных, а в хоечно-орхидейных. Вы меня часто просили показать свою коллекцию хой, и я сегодня с радостью поделюсь с вами всеми своими хоечками, которые на сегодняшний день я выращиваю. Ну что ж, давайте начнем. Ну что ж, друзья, а прежде чем мы с вами перейдем к знакомству каждого сорта моей хоечки, я хочу показать вам, какая атмосфера сейчас царит у меня на балконе, когда я занесла все свои хои на балкон для того, чтобы показать вам обзорчик. Насколько красиво и гармонично смотрятся эти два вида растений. Вот будь у меня такая возможность, будь у меня больше места на балконе, я бы непременно расположила свои растения таким образом, чтобы свисающие ветви хоечек были таким, знаете, фоном для красивых гроздей орхидей, и я бы максимально передала колорит естественных условий обитания орхидеи и хойки. Но, как вы видите, если у меня будут стоять мои хои на балконе, у меня уход будет просто невозможен за моими растениями. Поэтому пока приходится размещать и на окнах, и везде, где только можно мне мои хойки. Значит, так как вы уже увидели, у меня есть вот такие два сорта хои, которые просто уже, я их называю конями. Это кони мои, самые большие мои орхидеи. Я сейчас с них, наверное, и начну, потому что я хочу их потом вынести, чтобы мне было удобно разворачиваться и показывать вам остальные сорта. Предлагаю начать сегодняшний обзорчик вот с этого гиганта. Это самая большая хоя в моей коллекции на сегодняшний день. Сорт называется Hoya Publicalis Silver Pink. Кому интересно, вот ее бирочка. Купила я эту хойку ровно год назад с рук из частной коллекции уже взрослым растением. Но за этот год она у меня внушительно выросла. Как я поняла, что эта хойка довольно быстро растет, быстрорастущий сорт и с очень большим и крупным листом. Посмотрите, какие огромные листья у этого сорта. И чем взрослее и мощнее становится растение, тем больше ее последующие листики. Вот этот вот листик молочный, новый, недавно сформировался и вырос. И я вам прикреплю фотографию его размера, я померяю и прикреплю. Мне просто одной рукой сейчас неудобно. Его размер составляет 20 сантиметров. Очень крупные листики темно-зеленого цвета, вот с таким небольшим сплэшем. Листики молоденькие у многих хой, даже у тех сортов хой, где листики в последующем такие, знаете, плотные деревянные, то новые листики молочные, которые лезут, они мягкие, глянцевые и молочные. Вот этот листик как раз очень приятный и нежный на ощупь. Эта хойка у меня, несмотря на свои габариты, еще ни разу не цвела. Хотя, как вы видите, сейчас покажу вам, вот цветоносик. И еще у нее в толще листиков там есть около 5 штук цветоносиков, которые она выпускает, но почему-то не набирает свои соцветия. Я думаю, что все же ей маловато света, не хватает, поэтому она не заканчивает начатое цветение. Но
к сожалению, не везде находится у меня место солнечное для нее, потому что очень крупная хвойка, и приходится ее помещать там, где она у меня помещается. Я это растение тоже формирую, тоже делаю ей обрезку, формирую красиво ее и ставлю таким образом, чтобы листики формировались по направлению к свету. Поэтому, видите, у нее красиво сформированная крона вот таким вот шариком. И все листочки красиво направлены в одном направлении. Хвойка, я прикреплю цветение этой хвои. У нее тоже очень красивые шарики, крупные зонтики такие розово-красного цвета. Ну, в названии этого сорта звучит пинк, может быть, имеется в виду розового цветения, но мне они какие-то немножко все же красноватые. Следующая хвойка – это одна из разновидностей хвои карнозы. Я точно не знаю, как называется конкретно этот сорт, но это одна из самых простых карноз, которые выращивают даже наши бабушки. И это часто встречающееся растение на подоконниках у многих, даже самых простых цветоводов. Обратите внимание на ее листик. Листики не настолько крупные, как у хвои публикалис, которую я показывала, но тоже довольно крупный листик и более темный. Глубокий такой зеленый цвет, и сплэшик очень-очень меленький. В основном преобладает зеленый, колоритный, насыщенный цвет. Она у меня очень активно цветет, у нее очень много цветоносиков. Все, кто хочет начать заниматься или только начал заниматься хвойками, имейте в виду, что вот эти вот цветоносики, сейчас я вам их сфокусирую, покажу, их, вот они, их отрезать нельзя. Во всяком случае, если вы хотите дождаться очередного цветения, и чтобы ваших корзиночек как можно больше было в очередном цветении, вы их не отрезайте, потому что с каждым разом вот этот цветоносик цветет вновь и вновь. Когда хвоечка будет запускать свое цветение, она будет процветать как со старых цветоносиков, так и формировать новые. Вот, например, смотрите, вот это вот усик, она сейчас растит новенький, весенний, и вот на нем уже в этом узелочке она формирует как два новых листика. Вот с этой стороны удалось мне немножко поймать для вас фокус. Видите, да? То есть формируются два зачаточка вот новых листиков, и вот этот вот хоботочек – это новый цветоносик. Так как хвои очень светолюбивые, если вы хотите, чтобы ваша хвойка цвела, ей надо много света. Но это не значит, что ей хвойкам надо прямое солнышко. Ей надо много яркого рассеянного света, и тогда цветение не заставит себя ждать. Еще хочется добавить, наверное, что вот такие быстро растущие хвои, потому что вот эта карноза, она тоже относится к быстро растущей хвойке. Габариты растения приобретает больших масштабов за счет величины листика, то есть она вот запустит свой усик, на нем начинает растить листики, и прям на глазах растение увеличивается в размере за счет того, что крупные листики. Я, конечно, по весне стараюсь формировать растения. Я делаю обрезку, черенкую, продаю, конечно, эти череночки. Вот. И тогда вот, когда растение формируешь, оно и красиво смотрится, и
активнее, скажем так, пускает новые веточки. Но это надо делать весной. Как правило, я весной формирую растение и придаю ему форму. Ну что ж, если я начала свой обзор уже, наверное, со всех своих крупных хой, продолжу, наверное, показывать все эти варианты. Перед вами хоя, тоже карноза, называется Триколор. Именно эта хоя появилась у меня в коллекции, даже не коллекция, это просто было первое купленное мной растение в цветочном магазине, и я даже не знала, что это растение называется хоя. Купила я ее 4 года назад, и только потом со временем узнала, что эти растения называются хоями. У меня просто есть еще большая страсть к лианного типа растениям, которые имеют красивый лист и способность отращивать лианы и ветвиться. Хойка это тем, что каждый листик окрашивается в разный цвет. Все зависит от интенсивности освещения. Когда света мало, формируются вот такие просто зеленые листики. А когда света достаточно, то листики окрашиваются во все варианты зеленого цвета. Вот эта хойка тоже быстро растет. Листики у нее не очень крупные, порядка 6, ну может быть, вот есть покрупнее, там 7 сантиметров, и они очень мясистенькие, плотные на ощупь. Она у меня уже цвела, цветет она, как все карнозы. Я сейчас покажу, как триколор цветет. У меня сейчас один из вариантов карнозы тоже цветет. Сейчас я ее буду показывать. Вот триколор цветет точно вот таким же шариком, таким зонтиком, вот с таким вариантом цветочков. Еще триколор, интересно, сейчас еще не было в этом году достаточно интенсивного солнышка, поэтому такие листики еще у меня не сформировались. Такие ярко-ярко красного цвета, то есть от вот таких зеленых до ярко-красных у этого вида хой бывают листики. У меня, кстати, да, по-моему, есть фотография. Я прикреплю фотографию, поищу. Если есть, обязательно прикреплю. Хойка не привередливая и быстро растет, поэтому для новичков, кто только хойками начинает заниматься, это очень отличный вариант. Следующая хойка, как раз она сейчас цветет. Начнем с названия. Эта хоечка называется Лакуноза Эскимо Сильвер. В моей коллекции она с весны прошлого года. На мой взгляд, это медленно растущая хоя. Я не знаю, может быть, у кого-то этот процесс протекает по-другому, но на мой взгляд, хойка это медленно растущая. Покупала я ее 2 череночками в одном горшке. Собственно, так она у меня сейчас и растет. Вот одна веточка, вот вторая. Вот эта веточка, мне приходилось вот этот вот череночек переукоренять. Сбросила она у меня корешки, но сейчас уже растут новые листики. Вижу, что процесс роста начался. Когда я покупала эти черенки, мне продали черенок уже с имеющимся цветоносиком. И вот с этого цветоносика она у меня довольно охотно цветет. Не могу сказать, что эта хоечка сложно зацветает. Нет, очень легко цветет с имеющихся уже цветоносиков. Новых она пока мне еще не сформировала. Вот этот один как есть, так и цветет. И очень красивое. Посмотрите, какое красивое у нее цветение. Такие пушистенькие,
нежненькие и очень изящные у нее цветочки. Вот здесь вот, по-моему, 11 цветочков, и вы не представляете, как они пахнут. Они пахнут на весь балкон. Сейчас вот я, и не только в вечернее время, в вечернее более интенсивно, и сейчас невероятный аромат стоит. Так как у меня много сортов орхидей, которые без запаха, то хои дополняют, они создают, знаете, такую атмосферу, так как хои очень ароматят, то хойки создают атмосферу цветочную такую, потому что орхидей же у меня много, и прямо хочется, чтобы они пахли, но они не пахнут, а вот хоечки как раз создают вот эту атмосферу запаха. Очень красиво. Есть еще такой сорт, но не сильвер, просто зеленые листочки. Цветет она также. Этот сорт относится, видите, к таким миниатюрным хоечкам с маленькими листиками. Я такие хои тоже очень люблю. Не только с гигантскими огромными листиками, а и вот с такими аккуратными маленькими листочками. Так, следующая хоечка. Это давайте вот, наверное, красавицу вот эту вам покажу. Сорт называется Хишкелиана. Вот так. Посмотрите, какая красивая хойка, какие у нее листики. Тоже варигатный лист, очень, ну как бы немного смахивает она на триколор, но это тоже миниатюрный сорт с небольшими такими копеечными листиками, красивым окрасом, и интенсивность тоже окраса зависит, как у всех, как я говорю, варигатных растений, от интенсивности, от освещения. Видите, вот новые листики формируются вот такие вот ярко, ну такие достаточно насыщенно красненькие, но потом они приобретают нежно-розовый цвет, вот на этих хорошо видно, и переходит в классический цвет этого сорта. Это хоя, тоже она у меня уже будет год, как вот весной уже год, как я ее купила, и она очень долгое время у меня стояла на одном месте, прям не хотела расти, но единственное, что она стояла у меня на южном окне, потому что я считала, что достаточно надо много яркого света для этого варигатного варианта, но как я поняла, что ей там жарко и она не хочет развиваться, когда я ей предоставила условия более меньший температурный режим, она пустилась в рост, и вот сейчас, к сожалению, жалко очень, я не сохранила. Ну, хотя я поищу, но, по-моему, нет у меня фотографий, каким череночком я ее покупала. Очень маленьким. Вот, по-моему, это было буквально 3 или 2 или 3 узелка. И вот с этих пор, вы видите, уже пошло и боковое ответвление, и вот эта основная веточка уже имеет приличное количество узелков. Это достаточно дорогая хойка относительно других сортов, потому что за маленький череночек, я помню, отдала в прошлом году 200 гривен буквально за 2 узелка. А взрослое растение, конечно, будет стоить довольно дорого. Она у меня еще не цвела. Но я не всегда жду от хои цветения, хотя, конечно, это очень приятный бонус, это очень радует, когда хоечка цветет, но, тем не менее, я всегда радуюсь, очень радуюсь именно красоте листиков хой. Следующая хойка, давайте, наверное, вот эту я вам сейчас покажу, и потом
перейду к одной хойке, которую я очень хочу вам показать. Но сейчас, наверное, пока под рукой стоит вот этот сорт. Это называется Hoya Publicalis Red Buttons. Тоже, видите, это из семейства публикалисов. Я вам показывала в начале Publicalis Silver Pink. И тут листики тоже такие довольно вытянутые, остренькие, с небольшим сплэшем. Причем сплэш такой розоватый. И у нее очень красивые новые листики растут, которые очень загорелые. Сейчас вам покажу. Смотрите, какие красные листочки новые формируются, когда много яркого рассеянного света. И у этого сорта вот такие вот интересные листики. Они, конечно, потом приобретают спокойный зеленый цвет. Вот эти вот листики тоже были красные, но теперь, видите, имеют вот такой цвет. Но когда растут и формируются новые листики, очень красиво смотрится у этого сорта. Она у меня тоже молоденькая, как вы видите. Тоже покупала я ее череночком. Довольно быстро растет эта хойка. Я тоже покупала ее буквально 2 или 3, наверное, 3 было у меня узелка. А сейчас уже вот такой длинный усик, который я уже сформировала. И вот она сейчас вот здесь вот будет давать другую веточку ответвления. Следующий сорт Hoya. Вот такая красивая, как арбузная корочка с такими листиками. Сорт называется Калимантан. Чудесная расписная красавица с очень плотным вытянутым листиком. Листики длинные, действительно как арбузная корочка. Ну, мне во всяком случае такая ассоциация идет с такими, видите, яркими колоритными прожилками. Эту хойку, это достаточно тоже дорогая хоя. Сейчас я ее возьму для того, чтобы мне удобнее было вам ее показывать. Так вот, когда есть сорта хой, которые достаточно дорогие, и, конечно, речи не идет о покупке прям взрослых растений, поэтому приходится покупать черенками, но бывает такое, что черенки продают свежесрезанным срезом без укоренения. Вот как раз эту хоечку я покупала в таком варианте. Очень переживала, что не смогу справиться с укоренением. И тем более еще и стоила она как бы дороговато. Я отдала за нее 500 гривен. А было у нее, сейчас я вспомню, но где-то около 6 или 7 листиков. Продавали мне... Там, по-моему, был один узел, но он был, или 1 или 2 узелочка было, но таких плотно расположенных листиков один возле другого. Достаточно красивая, сформирована красиво она была, но я переживала, что он не укоренится. Мне эта же женщина посоветовала применить тепличку для укоренения, что, собственно, я и сделала. И корни у меня у хойки пошли буквально через 2 или 3 недели. Я увидела уже результат от теплички. Единственное, что, так как я покупала ее осенью 2020 года, это была уже, световой день уже шел на убыль, поэтому я, конечно же, поставила ее под лампы. Вообще все мои хоечки тоже стоят под лампами. В общем, свет и влажность сделали свое дело, укоренилась она и пошла у меня в рост. Она у меня нарастила потом уже 2 или 3 листика, наверное, все же
3 вот этих вот листа она у меня вырастила, вот эту верхушечку. Вот эту верхушечку вырастила у меня. И уже весной запустила вот этот красивейший усик. И посмотрите, какое же красивое цветение у этой хойки. Несмотря на то, что очень крупный лист, как вот, например, у публикалис, да, лист крупный и цветение крупное. Там зонтики просто такие в шарики сантиметров 10. То здесь цветение, листики крупные, а цветение очень миниатюрное, очень нежное. И посмотрите, какое красивое. Такие пластиковые, плотные цветочки, близко-близко расположены друг к другу, но без явно выраженного аромата, потому что я и нюхала ее как в первой половине дня, так и во второй. Я не чувствую яркого аромата, как у многих других хой, которые даже не приближаясь к растению, ты можешь ощущать ее аромат. То здесь даже носиком, когда тыкаешься в нее, но слышишь такой нежный, какой-то цитрусовый, еле заметный аромат. Не знаю, может быть, потому что это первое цветение этого растения, но пока вот так вот. Как я уже поняла, собственно, этот сорт непривередлив. На мой взгляд, я пока не вижу проблем никаких ни с ростом, ни с цветением. Несмотря на то, что растение очень молоденькое, оно уже меня порадовало вот такими красивущими цветочками. Поэтому очень тоже рекомендую, кто любит такие яркие, красивые листья, вот такой сорт у себя в коллекцию. Друзья, ну что ж, на этой чудесной ноте цветения калимантан я предлагаю сегодняшнюю встречу подвести к концу. У меня, конечно же, для вас еще много чудесных сортов. Вот, например, Матильда уже готовится к цветению, и я думаю, что к следующей встрече она уже покажет свои цветочки. Для меня это будет первое цветение, мне очень интересно. Но девочки в комментариях меня часто просят показать пересадку хой, показать, в какой грунт я их сажаю и как я это делаю. Есть у меня одна претендентка, это Хоя компакта, которая у меня сидит до сих пор в покупном грунте, как я ее и купила. И она уже прям просит новый домик, потому что корешки уже даже на поверхности субстрата. У меня к вам вопрос. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что для вас более первоочередно. Посмотреть пересадочку моей хойки или же все же познакомиться дальше с коллекцией моих растений. Я буду с вами прощаться. Всего вам хорошего, пышного цветения и здоровых вам растюшек. С вами была Ксюша. До новых встреч и пока.
Try to fly